Мы с Санджей не знакомы лично, персонально, поэтому для нас, в принципе, вот, то, что мы видим друг друга, это как бы и знакомство, и мы будем знакомиться друг с другом так же, как и вы, в ходе на нашей передачи. От себя еще добавлю, что первый круглый стол, который проходил в Элисте, посвященный карте Монгола, и то, что мы все стали свидетелями этого круглого стола, это большая заслуга Санджи. Он был оператором, он записывал звук и технически помог нам увидеть эту встречу. Поэтому у меня есть возможность ему сразу сказать по этому поводу Байерла большое спасибо от всех нас, кто очень сильно хочет, чтобы карта Монгола была принята. Санджи, большое вам спасибо за проделанную работу. Пока вы там настраиваете, я тогда нашим зрителям скажу о том, что сегодня у нас будет небольшой краткий пересказ, что мы делаем. Я обещал в прошлый раз о том, что буду рассказывать про Китай, про Россию. Наверное, про Китай я в этот раз не буду рассказывать. Я думаю, у нас не будет времени. Возможно, может быть, что-то напомню про Россию. Так, потом Санджей расскажет о том, чем он занимается, его отношение к карте Монгола. Потом мы перейдем уже к основной части и будем там, в принципе, вслух обсуждать, почему это надо или почему это не нужно. То есть, и в конце мы на все вопросы, которые вы будете писать и задавать, мы, естественно, ответим и составим такой уже обширный диалог, да, между всеми нами. Все, у вас все настроено, можете начинать. Я исследователь, специальность антропология, специализация популяционная генетика. По специальности я, к сожалению, не работал, или работал очень мало, пока учился в Москве, а дома так и не удалось. Но я занимался рядом смежных областей, в частности, этнической историей, и занимаюсь сейчас. И стараюсь, чтобы мое выживание, оно касалось именно этих областей. То есть я зарегистрировал организацию некоммерческую, которая занимается просвещенческими и общественными проектами. И в ходе всей этой деятельности реализовал несколько проектов. Все, что реализовано, народ может узнать на YouTube-канале, и соответствующих там каналах в Телеграме, в Фейсбуке, и там на сайте и так далее. Что касается монгольского мира, я давно с ним связан, практически с самого начала всей своей сознательной деятельности. Вся эта деятельность, она была направлена на просвещение нашего народа, не только нашего народа. Когда-то давным-давно я понял, что мы хорошо не жили там где-то, в Москве или еще где-то. У многих из нас, я имею в виду у калмыков, имеются глубинные такие установки, которые никогда не дадут им стать русскими, как бы они ни хотели. И встал вопрос, кто же мы такие. Мы в итоге выяснили, что мы монголы. Да. И тут стал вопрос, а кто такие монголы, кто такие ираки, что это такое? Потому что наполнить это понятие довольно сложно городскому человеку из Элисты, который воспитан просто обычным городским парнем, который 70-х годов рождения люди, и 80-х и позже, и даже 60-х, они мало что знают, и малый язык, и культуру, и все такое прочее. Последние годы молодежь получше в этом смысле, но это усилиями многих энтузиастов, в том числе и моими. А в то время, когда я формировался, ничего этого не было, информации было крайне мало. Об истории иракской никто ничего не знал. И мне пришлось копать самому.
Ну и попутно задумываться именно о всех вот этих эффектах самосознания, что нас делает вообще айратами, монголами. И ведь недостаточно просто называться, надо наполнить это языком, культурой, какими-то поведенческими паттернами. И, в общем, мало-помалу я стал изучать этот вопрос и пришел к выводу, что, в принципе, у калмыков должно быть какое-то ядро, где все это сохраняется. И этим естественным ядром является, конечно, Калмыкия. Но дело в том, что из-за российской пропаганды, еще советской, еще даже и досоветской, имперской, российской, и сейчас постсоветской, все это ядро благополучно развивается. Народ как мало знал, так и мало знает, а в последние десятилетия разбегается еще из экономических условий. Ну и тут Монголия, естественно, выступает единственным оплотом, где есть хоть какой-то очаг, так сказать, монгольской культуры. Потому что когда я учился, я целенаправленно искал монголов, общался с ними. Ну, в основном так получилось, что это были айраты наши. Вот, первый был мой знакомец, это Кучтахар Курцабатар. Он был алтайским тургудом. И, собственно, с общения с ним началось мое изучение родного языка. Ну и халхасского языка тоже, в принципе, ну или диалекта, как. Ну и общение с многими представителями Монголии, халхан-монголами, бурятами, айратами и так далее. Вот тогда же, в конце 90-х, я первый раз съездил в Монголию, посмотрел. Это была бедная страна. Но я ощутил вот это ощущение, ну, как такое впечатление родственности, когда незнакомые тебе люди ходят, помогают тебе бескорыстно, максимально спрашивают, что тебе надо. Ну, то есть я чувствовал себя как дома, я чувствовал себя в семье. Вот, соответственно, я очень много помогал монголам в Москве, когда учился, в том числе халха-монголам. Это были там студенты-аспиранты, частично вот эти люди, которые зарабатывали, торгаши, челноки. Вот. Ну, там не очень много моих возможностей было, но всем, чем я помогал. И, в принципе, наверное, даже помогал больше, чем калмыкам, потому что вот почему-то вот ощущение вот этого родства было, ну, чувствовалось от них очень сильно, да. Были, конечно, и там разные случаи, да, в том числе не самые лучшие. Но в основном я понял, что в Монголии хранится вот этот дух как бы традиционный, родства, родственности. Тот, который у нас исчез. Он у нас был, он чувствуется, калмыки действительно организуются очень хорошо во время стресса, во время каких-то катаклизмов. У калмыков есть солидарность. Ну, ее, конечно, при Кирсане сильно уничтожили, но все равно остатки этого есть. Но в Монголии все равно вот, у них не тронутый вот этот патриархальный быт, чувствуется очень сильно. Чувствуется семья все-таки какая-то. И вот я подумал, что очень многим калмыкам имел бы смысл хотя бы раз-два там скататься в Монголию, просто почувствовать это. Потому что когда вот я продвигал все эти монгольские нарративы, как бы здесь у нас среди наших, я часто, особенно с конца 90-х, начала 2000-х, сталкивался с непониманием. Для многих и Монголия была чем-то далеким, в тумане таким чужим, давно оторванным и забытым. Многие транслировали такую мысль. Но калмыки, у нас своя история, мы уже давно оторваны, это другой народ, и вообще нафиг с ними связываться. Ну, как бы я же понимал, что это не так. И какое-то довольно долгое время я оставался в одиночестве. Потом нашлись люди, подобные мне, единомышленники. Некоторых из них я сподвиг кататься такие в Улан-Батор, ну или даже в Аймаке.
И ближе к настоящему времени очень многие люди стали ездить. И не просто как там ученые, там артисты, художники. Это стандартные вот эти вот наши еще советского времени категории, которые имеют возможность ездить или за государственный счет, или там еще как-то. Но обычные люди сейчас могут ездить и смотреть, общаться, и в принципе многие стали понимать меня. О чем я говорил, о чем я думал. Но, в принципе, да, есть уже такая прослойка, но их все-таки еще мало. И та мысль, что мы монголы, как бы она укрепляется здесь. Конечно, сначала калмыки с трудом дошли до того, что они айраты, как бы, да. В конце 90-х это еще была крамольная мысль, и даже у кого-то вызывала агрессию. Но сейчас все нормально. Вот есть у нас Айрат Алена, из этого ходил Юрдин Зенге, там Салон Айрат. То есть это слово живет уже в народе, оно нормально используется, функционирует, и никто особо не спорит с тем, что вы айраты. Некоторые даже мне назидательно, так подняв палец, говорят: неправильно айрат, ты айрат монголы, ты тут неправильно говоришь, да, учат меня. Вот. Я соглашаюсь, да, что правильно. Вот. И в связи с последними событиями, когда в России стало вообще небезопасно жить, и многие стали просто убегать в Монголию. Это тоже понятно. Вот. Но тут мы сталкиваемся с другими явлениями, да, с отношением Монголии уже как к государству. Вот. А государство, к сожалению, имеет не такое отношение, как отношение простых граждан. И вот я сталкиваюсь сейчас, да, я еще в конце 90-х, когда сопровождал наших товарищей, был у меня такой друг сын Намджавин Саднон, он был в Синьцзянский Тургут, к сожалению, умер сейчас, вот сопровождал я его в монгольское представительство, делали мы там визы. Они когда-то в 90-х приехали сюда, получили гражданство, и некоторые из них остались. К сожалению, многие уехали. Около, говорят, 100-110 человек здесь было. При Кесаре он отказался от независимости, а тогда мы могли выдавать паспорта сами. И в то время очень многие тибетские монахи получили гражданство российское, и вот эти синьцзянцы. Вот. И, в общем, я понял, что с одним приходит монгольское представительство и свободно с ними общается. Это практически мы все монголы, да. Я стал узнавать, как получить гражданство Монголии. Выяснилось, что надо отказаться от российского гражданства, потому что в Монголии нет закона о двойном гражданстве. Потом стать лицом без гражданства, потом подавать заявление, они его рассматривают, и не факт, что рассмотрят. Естественно, такой вариант меня не устраивал. Сидеть в России без паспорта, там даже билет не купишь. И, в общем, это отошло в дальний ящик. Потом прошло много лет, когда был Эльбек Дорч, он, сказал, президентом Монголии был Эльбек Дорч, тоже, кстати, наш айрат, завчин, говорят. Он сказал: все монголы в гости к нам, возвращайтесь на родину, но законом это не закончилось, к сожалению, никаким. Через одного тут известного человека я там спрашивал, узнавал, якобы тот разговаривал с Эльбек Дорчем и говорил, что вот он всей душой за, но Хурал против, не продвигает. Потом у нас одно время функционировало монгольское представительство в Элисте. И это представительство, оно оформляло визы, там, делало всякое дипломатическое сопровождение и так далее. Руководил им мой знакомый Эльзибатын Гомчикджав. И через него я узнал, что в Монголии есть законопроект о так называемом синем паспорте. То есть, когда когда не граждане Монголии могут получить что-то вроде грин-карт. В общем, был этот законопроект о синем паспорте, и он продвигался в Хурале Монголии.
Но Хурал не принял. Говорят, что монголы были недовольны, потому что по этому законопроекту не граждане получали очень много прав. Там налоги не платили, в армии не служили, еще что-то там было такое. В общем, не прошел законопроект. И опять это все ушло в долгий ящик. Вот. Ну, как бы на нет и суда нет. И тут проходит там еще сколько-то там, какое-то количество лет, и вот я слышу об инициативе Джангира Тюрбеева. Я очень удивился, думал, ну надо же. То есть я никогда не думал, что кто-то может инициировать снаружи такую процедуру. Вот, ну, отчаянные времена, как говорится, отчаянные меры. Ну, раз так, значит так. Почему нет? Собственно говоря, я всеми конечностями за. Потому что, ну, если Урал сам не может или не хочет, там, сколько уже составов Урала сменилось, да? Ну, надо как-то его подталкивать к этому решению. В конце концов, мы все монголы, граждане Монголии, я думаю, не против. Но просто граждане Монголии живут в своем мире, а им не совсем понятно, как живут монголы в других странах. То есть они не понимают вот этой постсоветской реальности, и потом они очень быстро перешли. То есть все-таки в Монголии демократия. Ну, плохая, хорошая, но она есть. Это реальная демократия. В отличие от всего постсовка, где сплошные авторитарные режимы, да. Там есть сменяемость власти. Это вот первое, что надо отметить. Гигантский плюс просто. Второе – это то, что все-таки в Монголии есть вот это вот, как сказать, ну не сказать патриархальность или еще что-то, да. Я вот не могу сейчас правильно сформулировать, но то, что в 90-х годах, когда демократы монгольские собрались и там народ протестовал на площадях, и их коммунисты монгольские не разогнали силовым путем, а сказали, ушли в отставку и сказали, мы ради сохранения будущего мы согласны. То есть они не стали цепляться за кресло, там, за деньги, там, еще за что-то. Они дали стране развиваться. И вот в отличие от всего постсовка, это вот гигантский тоже плюс вот Монголии. Это, видимо, сохранилось в культуре беречь своих. То есть есть какое-то понятие о своих. И это очень ценно. И я думаю, что именно это играет в плюс в развитии Монголии. Вот. И сейчас мы видим, да, Монголия экономически развивается, обогнала Россию, в принципе, по средним зарплатам. И я думаю, будет еще больше развиваться, и прирост населения идет. Вот. Конечно, это не Сингапур, но все возможно. Вот. Ну, и со своей стороны я хочу добавить, что поскольку мы все, да, Бурятия, Калмыкия, внутренние монголы, синьцзяньцы, цинхайцы, там и прочие монголы в разных областях Китая, все мы, как бы, ну, не сказать в классическом понимании колонии, да, но не самостоятельны. Монголия, получается, единственное независимое государство, которое может внятно артикулировать интересы монголов. Вот. То есть у нас, допустим, да, тот же вопрос с языком, да, десятилетиями муссируют, а язык исчезает, да. Говорят, программа демография, а калмыки уменьшаются, да. Я не говорю, что они плохо размножаются, да, они просто убегают. Вот. Ну, а что для демографии надо? Вы сделайте нормальные условия людям, дайте им работу, дайте им жилье нормальное, да, не по завышенным ценам, которые они 3 жизни должны отрабатывать, а там за год, 2, 3, да. Ну, нет такого, и не предвидится. А в Монголии, возможно, у них там было 3 миллиона, а сейчас там 3,5 миллиона, да. То есть ясно, где работают законы и где заботятся о людях. Собственно говоря, я за то, чтобы как бы это было везде, и в монгольских анклавах, и в самой Монголии. Но ввиду того, что сейчас вот это невозможно тут, то, в принципе, ничего удивительного в том, что народ разъезжается, убегает. Это понятно, в том числе и в Монголию. Ну и что плохого будет в том, что часть калмыков или там бурят, или там тувинцев, или еще кого-то, да, ну, принадлежащих или касающихся монгольского мира будет в Монголии. Это будет в плюс стране, как бы, да, и страна будет развиваться, и больше будет, и разнообразие у нее будет, и все прочее. То есть, как бы, если не заботятся одни страны, позаботятся другие. И, ну, конечно, поскольку
монгольское население, оно как бы душой с нами, но законами нет. Эту ситуацию хорошо было бы изменить. И, ну, раз это двигается таким путем, пусть двигается, как бы я только за. Тут как бы говорить почти нечего, могу только со своей стороны сказать о том, что тот момент, который вы говорили о том, что наши земляки стали ездить в Монголию не только петь и танцевать, но и просто приехать посмотреть, как живет Монголия. Я в их рядах. То есть я первый раз попал в Монголию. Мы, в принципе, долго готовились, вернее, как долго хотели поехать. И тут у нас образовался юбилей у нашего года, и я предложил однокласснику, говорю, может быть, не будем там закатывать рестораны, а может быть, давай съездим в Монголию на все наши накопленные на рестораны деньги. Но он со мной согласился, потому что, в принципе, ходить от одного юбилея на другой и слушать одни и те же речи о том, что какой вы великий, какой вы хороший, а вы должны все время ответить, что без вас, без друзей вообще ничего не получалось. То есть на 10-м юбилее я понял, что надо ехать куда-нибудь. То есть... нужно что-то другое сделать. Я купил машину 20-летнюю, ВАЗ-2112. И на эти деньги, то есть ее починил в Элисте, и мы, то есть она мне досталась за 55 тысяч рублей, то есть не самые большие деньги. И я стартанул до Москвы, забрал одноклассника, и одноклассника забрал, мы поехали в Астану, с Астаны через Алтай зашли на Баян-Ульги и Хофт, и дальше до Улан-Батора. То есть у меня не было ни знакомых, я никого не знал в Улан-Баторе, я вообще, то есть ехал просто так, да, одноклассник у меня тоже не знал никого, то есть мы просто ехали путешествовать. И когда мы приехали в Улан-Батор и разместились в сауне Гоби, она такая круглосуточная, так она называется, сауна, на самом деле это здоровый спа-центр, круглосуточный. Мы не стали заезжать в гостиницу, купили билет на сутки там, да. Там всякие комнаты, солевая, ну, то есть это спа-салон. Там массаж делают. И вот граждане Монголии, которые с нами там находились, они спрашивали, а чья это там машина вся такая разукрашенная, такая старенькая, вся ржавая? Мы говорим, ну, это наша машина, мы вот с Калмыкии приехали. И вот по окончанию суток, когда мы там отдохнули с дороги, это же 7 тысяч километров отмахать, да, я ехал один за рулем, одноклассник у меня не рулит рулем. Они нас взяли в оборот, незнакомые люди взяли в оборот и не отпускали нас из орбиты своего гостеприимства до последнего дня. Последний день мы просто попросили, ребята, можно мы один день просто... Ну, вот мы хотели, как-то у нас свой план был пребывания в Улан-Баторе, мы вот хотим хоть чуть-чуть и от нашего плана что-то исполнить. Они говорят, ну хорошо, ну то есть... И поехали мы на Бурятию, но впечатление о гостеприимстве, об Улан-Баторе у нас было просто, запредельное, чтобы было понятно. То есть для меня второй раз приехать в Монголию, это уже было по-другому. То есть я уже сюда осознанно ехал. То я тогда ехал так вроде бы, съездим, посмотрим, а сейчас я уже приехал осознанный и в принципе, нахожусь здесь как осознанная личность. Поэтому, да, вы прям точно сказали, по этому вопросу прям я всеми руками за. Да. Да, потом по тому, как здесь государственный механизм и... Граждане Монголии, да, то есть? Да, вот вы законопроекту официально уже чуть больше полугода. Скажу так, что за все время все граждане Монголии, потому что я в основном встречаюсь с гражданами Монголии, да, процентов всего лишь 5, наверное, это не граждане, это либо жители Бурятии, Тывы, либо наши с вами земляки.
И я не встретил ни одного, у которого бы сказал, что это не нужно. То есть, когда ты написал закон, тебе перевели, и это же, в принципе, терра инкогнито, ты же не понимаешь, что будешь делать. И когда граждане Монголии тебе говорят, это надо, то есть... Неплохое слово «поджучивать», нет, подначивать, да? Да, ты все правильно делаешь, давай. То есть у тебя, в принципе, вырастают крылья. Ты понимаешь, что на самом деле вот те итерации, которые были по принятию закона, они, в принципе, ну, там было, я думаю, что была небольшая ошибка, да, то есть с позиции тех, кто вносил этот закон и тех, кто продвигал. Там было, не учитывали мнение Китая, это официально. Что сейчас, я думаю, когда мы учли мнение Китая уважительно, я думаю, что действительно у нас все может спокойно получиться. И еще одно наблюдение, потому что еще тогда не получилось. Не вы, не я, да, ну вы как специалист, там, вы говорите, что вы слышали, а простые люди, то есть в Калмыкии не слышали, я думаю, что и в Бурятии тоже. То есть не было обратной связи, что монгольский истеблишмент что-то хочет сделать в этом направлении. То есть не было понимания, вообще стоит это делать или не стоит. А сейчас, когда калмыки демонстрируют, да, когда наши с вами земляки, буряты, тувинцы подписывают петицию, то и на этой стороне истеблишмент понимает, что, наверное, время пришло. Вот просто, да, то есть и сам факт о том, что Монголия осталась, ну, вернее, наверное, неправильно, что Монголия осталась, да, мы как этническая группа на Евразийском континенте остались без действия закона по поддержке зарубежных соплеменников, которые есть, что эту ситуацию нужно исправлять. Почему? Потому что вот вы сейчас правильно сказали про язык. Без понимания того, что мы являемся большой этнической группой, то есть не та, которая есть страна Монголии, есть граждане Монголии, да, а этнической группы мировой нету. Вы на своем канале сделали хороший фильм про расу, да, у нас есть раса монголоидов, но этнической группы мировой нету. То есть мы не представлены в экономическом и социальном совете при ООН как консультанты. Допустим, как тот же Всемирный еврейский конгресс и там конгресс татар, да, то есть всемирный. То есть у каждой этнической группы есть возможность представлять интересы именно этнической группы в этом экономическом и социальном совете при ООН. То есть это есть. То есть когда вопросы решаются по нам с вами, они рассматривают и сохранение и развитие языков, да, чтобы было понятно, то многие такие структуры берут на себя инициативу отстаивать, как это сказать, возможности включения, сохранения своих языков и развития в программу ООН, то есть на международном уровне. То, что наши ребята там пытаются, в Бурятии ребята пытаются сохранить штуки, да, то есть это все равно носит местечковый уровень такой, и даже больше, наверное, это кружок по интересам, чем это что-то такое масштабное, планомерное и отвечающее на современным реалиям. Я думаю, что да, то есть это понимание Монголия, истеблишмент Монголии сейчас начинает осознавать. Я вот разговариваю. Я объясняю, что носители монгольского языка с каждым, то есть хоть Монголия и прирастает людьми, но носителей монгольского языка становится меньше. Почему? Потому что, про нашу с вами трагедию я не буду заостряться, и так все уже знают, да? То же самое сейчас творится в Бурятии, и в принципе, да, и в принципе этим путем идет Тыва. То есть это то, что касается стран бывшего Советского Союза. С этого года, это был последний год, когда экзамены на монгольском языке сдавали во внутренней Монголии. То есть, исходя из нашего горького опыта, мы можем точно утверждать, что 2 поколения, и там не будут говорить на монгольском языке. И у нас остается единственная страна, носитель этого языка, это Монголия, наша родная. Но при этом
из 1,8 миллиона избирателей Монголии, которые пойдут 28-го на выборы, да, 300 тысяч уехало за пределы Монголии, в Корею, в Америку, в Швецию. В Швеции 10 тысяч, даже в Монголии живет. И они же там говорят на местных языках, то есть носителей языка даже в Монголии становится меньше. То есть мы стоим, в принципе, я это говорил о Баиру Уладаеву, о том, что мы, как монгольская этничность, стоим перед бездной, мы в нее уже все смотрим. Если хотите посмотреть, как будет дальше, посмотрите на калмыков, на араб-монголов. Мы прошли этот путь. Поэтому истеблишмент должен об этом, я думаю, что задумывается. Почему? Потому что в Конституции написано о развитии монгольского языка. А это и есть развитие монгольского языка, 100%. Мы все должны говорить на монгольском языке. Если с этой стороны не будет понимания, то тогда, да, я должен сказать, что нас ждет очень серьезное, мучительное, долгое забвение. То есть я просто как экономист говорю, да, я не могу подводить здесь научные выкладки, но я просто вижу, что, допустим, вы же когда были в Монголии, люди пишут смс-ки друг другу, используя латиницу, и не пишут они полностью, как пишется грамотно слово на монгольском языке, они пишут звуками. То есть изменения идут. И это нужно видеть о том, что такие изменения проходили в Швеции там же, да, то есть в свое время, потому что у них они стали больше англоговорящими, да, то есть в мире такие вещи есть. Просто за ними нужно посмотреть и посмотреть, как из этого выходить. Но то, что мы, монголы, остаемся без возможности себя лоббировать на большом международном уровне, это правда. Ну, что тут говорить? Я, в принципе, мог бы просто добавить к этому всему, что тут, получается, поднимается политический вопрос, но вообще вопросы нашего выживания – это и политический, в первую очередь, вопрос, потому что в России мы не можем их поднимать, да, но на международном уровне можем. Ну, те люди, которые живут за границей. Дело в том, что условия ухудшаются, и как бы не предвидится улучшений в ближайшие там 10-20 лет. Народ разбегается, и моя исследовательская деятельность показывает, что калмыцкие диаспоры и 20-х годов, и 40-х, 50-х годов, которые в Европу попали, потом в США, и последние 90-х годов, когда вот уже при Кирсане разбегались, они имеют тенденцию растворяться. То есть, допустим, наши американцы, они, ну, тогда ушла, в принципе, более-менее образованная часть, они сами организовывали школы для детей добровольные, бесплатные, учили тодо-бичик, и те люди, которым сейчас по 60-70, они вполне сносно говорят, хотя родились не в Калмыкии. Они говорят, пишут, что-то знают. Это как раз плоды вот тех вот людей, которые когда-то их учили, вот те образованные, грамотные люди, да. Но через поколение два они там женятся на... Ну, в основном мужчины же уходили там без женщин. Женщины были калмыцкие вообще в дефиците. И они, второе, третье поколение, они были уже метисы, да, а третье поколение вообще там разъехались. Они стали американцы, французы, немцы и так далее. Винить их в этом нельзя, это как бы понятный процесс, но общую тенденцию надо понимать. Если группа уедет, да, в другую страну, она растворится со временем. Не в первом, возможном поколении, но во втором, в третьем, да, получается так. И хотя все эти люди, они, конечно, найдут себя в жизни, там, найдут себе работу, обеспечат себе какой-то уровень проживания и так далее, но в целом, как народ, со временем исчезнут. Соответственно, встает вопрос о каких-то очагах, где вся эта культура может сохраняться. Очаг у нас есть. У нас тут вроде бы как республика,
На бумаге она существует, и даже закон какие-то есть, которые, правда, нифига не работают, но есть. Наполнить это содержанием не получается в данных условиях, да. Но еще есть Монголия, как бы, а Монголия независимое государство, да, а там это возможно. Вот. Представительство вообще монголов и айратов, в том числе на международной арене, тоже возможно. Но, опять же, я не знаю, с помощью каких организаций или лиц, но возможно, я думаю. Потому что, в принципе, есть документы международные о национальных меньшинствах, которые гарантируют им какие-то права. Вот. Но пока все это закрутится и начнет работать, я не знаю, сколько времени это займет, для нас это может время закончиться плачевно. Поэтому, как бы это не первое обсуждение, где я говорю об этом. Есть тут группы неравнодушных у нас граждан, где обсуждались такие вопросы. И я говорю, что если мы не можем, противодействовать здесь, в Калмыкии, вот этому, да, растворению, исчезновению и плохим условиям жизни, и мы видим, что народ уходит, да, просто мигрирует, значит, чтобы сохраниться, нам нужно отработать какой-то механизм сохранения этих диаспор. Моя мысль была в следующем, в том, что вот народ уезжает допустим, из Элисты в Питер, в Москву, еще куда-то, и даже не по России, а в Европу, в Америку, в Канаду, в Австралию. Но если там где-то будут более-менее живые сообщества, которые смогут поддерживать друг с другом связь, во-первых, а во-вторых, они смогут поддерживать язык и какие-то традиции, то, в принципе, есть шанс на выживание, на сохранение вот этого всего. А если еще будет возможность перетекать народу свободно из одной общины в другую, да, или сообщества, это будут идеальные условия для сохранения. То есть в каком-то месте стало плохо, народ переехал сюда. И если здесь плохо, переехал туда. В принципе, наши предки, они что же кочевали нормально, вообще без проблем. Вот. И почему мы оказались здесь, на европейских территориях? Именно поэтому, потому что где-то было некомфортно. Да, где-то шла война, или где-то там еще что-то было, да. Наши наёны воевали за власть, а Турлуцкий Ховрулюк сказал: да идите вы лесом, да, и с вами бодаться. Там мягче климат, там конкурентов нет, вот буду жить там. Да, и вот тебе калмыцкое ханство. В принципе, это может работать и сейчас. Но Монголия, еще раз оговорюсь, Монголия – это целое государство, это не община какая-то, не сообщество, да, это государство. И оно уже может о своих гражданах позаботиться. И даже не гражданах, а монголах, с которыми мы из одного корня, да, мы все тут монголы. Вот. И, просто Монголия, в силу того, что она была маленькой замкнутой страной, об этом не задумывалась. То есть, может быть, сейчас, да, политики задумываются, но в 90-х этого не было, в начале 2000-х, может, что-то и было, но я не заметил. Вот. Но это надо вносить в информационную повестку, потому что в мире живут не только монголы Монголии, а монголы еще в куче других стран. И, собственно, даже монголы, граждане Монголии, и Кхалха-монголы, и уже, скажем, улан-баторские монголы, которые разъехались в Корею, в Швейцарию, в Европу, они же тоже, собственно говоря, образуют какие-то сообщества, которые повторят этот же путь. Они растворятся через 2 поколения, да? И чтобы это не потерять, тоже нужна сеть какая-то более-менее живых сообществ, которые были бы, во-первых, организованы, и, во-вторых, через которые могли бы перетекать люди туда-сюда, да, и спокойно жить. То есть, живешь ты в Германии, да, гражданин ты Германии или Канады. Не хочешь ты быть монголом, да, забудь язык. Но если ты хочешь быть монголом, сделай что-нибудь, чтобы для сообщества было, чтобы оно жило, да, не просто на Цагансар встреться раз в году, да, я не знаю, детей научи языку, я не знаю, пригласи еще какую-то семью, или помоги другой семье уехать в Монголию, или наоборот из Монголии, то есть
нужны какие-то, я думаю, проекты, которые способствовали бы взаимодействию и сплочению вот этих сообществ. Пока что регулярно поступают сообщения о разных праздниках, в основном из США, где люди встречаются в Ансар, ездят на учения Далай-ламы, там еще какие-то там праздники устраивают. Причем часто это праздники уже не чисто калмыцкие, а общемонгольские, там их буряты, их хазара, которые вообще как бы давным-давно отрезаны ломоть, но тем не менее как бы в общем монгольском пространстве тусуются там. Вот. И халха-монголы, и буряты, да. Вот. И я считаю это нормально. Как бы. То есть, моя первая мысль была именно об организованных сообществах, которые могли бы, во-первых, поддерживать себя, а во-вторых, поддерживать связь друг с другом. И если бы вот эта сеть сообществ была бы нормально отлажена, уже беспокойство за наше там будущее культурное и прочее уже как бы было бы гораздо меньше. Но, опять же, еще раз, который раз я напомню, что все-таки есть государство, независимое государство Монголия, в котором Монголия же это государство не только халха-монголов, там буряты и айраты, и там и разные другие группы, дауры, там южные монголы есть. Вот. Кстати, которые все строили это государство, да, вот все приложили руку к нему. Вот, и в общую повестку надо внутри монгольскую, конечно, вносить и эти вопросы. Да, граждане Монголии заботятся о своих собратьях, да. Я вот встречал сообщения о том, что даже хазарийские студенты адаптировались в Улан-Баторе, что очень интересно. Это же вообще давным-давно с 13 века отрезанные люди, да, с 14 века. Тем не менее, как бы тоже считается частью монгольского мира, кто-то даже остается там, работает. Собственно говоря, уж нам-то, айратам, бурятам, уж само синее небо велело свободно жить и чувствовать себя в своей стране. Вот. Тем более есть монгольские айраты, буряты, граждане Монголии, собственно говоря, то есть тут даже вопроса не должно стоять о том, чтобы мы чувствовали себя как-то не так. Но по закону мы же не граждане, значит, это надо как-то поправлять. Чтобы поправлять, вот я уповаю на то, что Монголия все-таки демократическая страна, и мнение народа там слушают. Значит, на это мнение надо как-то оказать влияние, то есть внести это в информационную повестку, чтобы в информационном поле этот вопрос присутствовал всегда. Вот. И, соответственно, и чтобы народ влиял на депутатов, потому что уже столько, с конца 90-х столько президентов сменилось, столько составов хурала сменилось, но подобный закон не принят. О чем это говорит? О том, что не было давления, хотя народ за, но прямо такого целенаправленного движения, давления на депутатов не было. Вот депутаты в хуралу избираются, каждому надо задавать лакмусовый вопрос. Вы за монгольский мир? Вы за там, адаптацию там, граждан, да, Бурятии, Калмыкии в Монголии или нет? Если он ответит нет, соответственно, какое к нему будет отношение? Вот. И вот надо как бы вносить это я думаю, вот таким образом, через любые средства, через там, СМИ, через радио, там, телевидение, я не знаю, какие возможности, через интернет, там, СМИ какие-то, вот, через интернет, радио, газеты, что там еще у нас есть, вот сейчас ума не приложу, через все возможные каналы, да. И со временем, даже если сразу не получится, то в конце концов вода продолбит камень, я думаю. Единственный плюс, как бы, именно к этой нынешней инициативе я никогда не думал, еще раз повторюсь, что не думал, что это возможно инициировать извне, что какой-то калмык это сделает, и находящийся в Монголии, не гражданин Монголии, не депутат хурала. Раз уж так получилось, да, значит, синее небо само вело, я думаю.
Ну и я думаю, синее небо, оно как бы правильно направит и наши действия, и депутатов Хурала, что нынешних, что будущих, что они задумаются. Просто граждане Монголии немного избалованы тем, что как бы вот они живут внутри и плохо знают о наружных монголах, иностранных монголов. И как бы плохо представляют себе вообще их бытие, мало знают о них, мало знают о том, в чем они нуждаются сейчас и так далее и тому подобное. У иностранных монголов куча своих, конечно, проблем, да, отличных от проблем граждан Монголии. Но в любом случае, если связи расширяются, тем более, что сейчас в последние годы мир становится небезопасен, многие ездят вынужденно. Вот. И я думаю, в дальнейшие годы будут ездить еще больше. И поэтому эта инициатива, она как бы очень-очень своевременна. Конечно, лучше было бы, если бы эта инициатива возникла там лет 7-10 назад, да, но вот сейчас так получилось. Вот. Ну и я делаю пожелание, чтобы она все-таки достигла цели. Даже если как бы закон не примут там в полном объеме, ну пускай хоть в каком-то его примут, потом его можно дорабатывать. Даже если мы сможем просто без визы находиться там долго, пользоваться хотя бы медстраховкой там и еще чем-то, этого, я думаю, уже более чем достаточно. А, нет, еще чтобы отменили вот этот закон о наеме, о плате работодателя при наеме на работу иностранцев. И, в принципе, тогда уже нормально. То есть любой калмык, бурят, там, тувинец, алтаец сможет приехать, чувствовать себя как дома и работать. То есть у него не будет препонов там, по сравнению там, с американцем, китайцем, не знаю, канадцем. Все-таки есть разница между иностранными гражданами для монголов. Ну, для простых монголов это понятно, но это должно осознавать и государство, и его институты в лице депутатов. Вот. То есть я тоже понимаю, что Монголия не идеальна, что есть коррупция, что есть полно болтологов там среди депутатов и так далее. Ну, надо просто постоянно ставить вопрос, продавливать и так далее. Ну, я считаю так. Вот. Со своей стороны, что мы можем сделать? Ну, петиция, да. Я как бы наслышан о том, что 20 тысяч подписей, и Хурал обязан рассматривать. Вот. Что мы можем? Мы можем только их собрать. Все. Как бы. Это единственное, что мы можем, да? Мы можем еще лично обратиться, да, я забыл про личное обращение. Личное обращение мы тоже все подписали, все, кто вот в моем кругу был, и отправили. Вот. Ну, я думаю, надо использовать все возможные пути. Это не страшно, за это не расстреляют. И это ведет к лучшему как бы, будущему для нас и самих граждан Монголии. Я думаю, страна обогащается, получает плюсы, мы тоже получаем плюсы. Это как раз та ситуация, когда выигрывают все стороны. Тут проигравших в сути нет. Просто надо двигать и все. И я думаю, что это осознают все. Ну, может, я ошибаюсь, может, не все, но с моей точки зрения это очевидно. Вот тут Бадмаков пишет в сообщении: если тянуть резину, то в какой-то момент может быть уже поздно. Но поздно не будет никогда. Ну, для некоторых из нас может, да. Но, в принципе, как бы для сообщества вряд ли. Да, поэтому с этой стороны мы тоже так же говорим. Мы встречаемся с гражданами Монголии, да, которые входят в нашу организацию, что данный закон и данное понимание необходимости – это как лакмусовая бумажка действительно на какой-то стороне. То есть я в прошлый раз объяснял, что помимо того, что существует такое понятие, как мягкая сила, да, и в Калмыкии вот вы скажете нам, да, что в принципе про карту монголов сейчас в принципе все говорят. То есть еще в сентябре месяце, да, Монголия была, да, а теперь Монголия, ого-го, Монголия, да, все ждут карту монголов. То есть мягкая сила, в принципе, работает в полный рост.
То есть и теперь не принять закон будет очень сложно. То есть это ж как это не принять закон, и это целый миллион монголов стран бывшего Советского Союза, это же, в принципе, удар будет в сердце нанесен, по большому счету. Поэтому, да, здесь это уже такая ситуация возникает, что можно тянуть резину, но она не бесконечна. Ну, я по своему опыту знаю, что с конца 90-х резина тянется, она тянется и тянется. Я не знаю, насколько она бесконечна, но она может тянуться. Я уже успел состариться, а резина тянется. Если бы такая инициатива была там в конце 90-х, я бы уже давно был гражданином Монголии и там что-нибудь путное сотворил во славу этого государства. Вот, а тут я вынужден выживать дома и непонятно чем заниматься. Ну, понятно, чем заниматься, но всегда как бы получается, что мои усилия вопреки как бы всем обстоятельствам, не благодаря им, а вопреки. А в Монголии как бы все было бы совсем по-другому. Да. И получается, что как бы в Монголии есть востребованность в людях, есть востребованность в квалифицированных людях. И со стороны иностранных монголов они могут эту востребованность как бы восполнить. Ну, почему это не сделать, не знаю. Это все возможно, в общем. Ну, это во-первых. А во-вторых, просто укрепление связей, свободное как бы курсирование людей, перетекание туда-сюда, это всегда укрепление, потому что, ну, вот это как пример с водой, когда если, допустим, пруд оставить без ручейков, да, отсечь там, он со временем просто в болото превратится. Вот, вода будет затхлая, там не будет обмена с окружением и так далее. Ну, примерно такая вот, возможно, аллегория. То есть монголы, в принципе, любые, да, что айраты, что халхи, ну, и вообще наши общемонгольские предки, они всегда в истории отличались чем? Тем, что они быстро экспансировали, быстро перенимали все новейшее, и благодаря этому, собственно говоря, и отметились в истории. Вот. Ну и перенимание новых технологий, их внедрение, принятие новых людей – это сильные стороны любого государства, я думаю. Ну и, в принципе, в нашей истории полно таких примеров. Почему, собственно, это не сделать сейчас? Самое время, я думаю. Тем более, как бы, это мы даже не хазара, даже не там, не перемешанные там с кем-то, да, монголы. То есть мы там не германцы, не славяне, не там не англосаксы, не китайцы, не японцы, монголы. И вот почему нет? Да, вот я же говорю, когда находился в Казахстане, да, на моих глазах все это происходило, и как казахи относятся к своим казахам этническим. То есть у них это вы наблюдаете уже там в 90-х, да, а казахи как раз в 90-х этим и занимались. То есть, чтобы было понятно. И за год они приняли карту казаха, да, путь предков от Ажалы. То есть за год. То есть мы бьемся снизу идем, а у них этот, как его, президент инициировал данную карту сверху. То есть, ладно бы это были бы все законы, о которых я читал, это законы все 90-х годов. Но самый свежий, вот сейчас прям вот, он, в принципе, очень похож на тот, который мы продвигаем. Да, это, то есть, опыт и есть. И Казахстан-то он не просто, как бы, он просто продолжил ту свою политику по привлечению своих этнических казахов. Да, ну, не хотите получать паспорт, ну вот, нате, держите карту вам. То есть ни в одной стране мира нету двух законов. У казахов есть и Кандас, и Атажалы. То есть это уникальные сообщения. И мы, конечно, так как казахи являются 100% народом кочевой культуры, то есть он прям похож на нас именно с этой стороны. То есть мы можем, мы легко перенимаем все хорошее на самом-то деле.
Это выживание кочевника, да, перенять все передовое. Почему мы не можем это сделать, не могу понять. То есть и то, что так долго тянулось, я думаю, что вот и я же рассказывал, что, скорее всего, это было связано с тем, что именно вопрос стоял о всех монголах всего мира. И сразу эта инициатива натыкалась на позицию, хочу подчеркнуть, официальную позицию КНР, которая, в принципе, против того, чтобы их граждане отказывались от своих паспортов КНР. Да? То есть, наоборот, у них с 1980 года, после принятия закона о гражданстве КНР, они, наоборот, везли в Китай еще 1 800 000 китайцев. Ну, чтобы было понятно. И, кстати, мы с вами тоже входим в эту программу. Да. Мы для них тоже считаемся китайцами. Ну, чтобы было понятно по программе. Да. Но вопрос-то в другом. И вот мы наконец-то, да, то есть все эти итерации прошли, мы поняли, что у Китая есть своя позиция, и мы уважительно относимся сейчас к ней и делаем географию на страны бывшего Советского Союза, и в то же время я думаю, что когда законопроект попадет в Урал, должны внести как минимум 2 поправки, а они касаются именно того, что вы сейчас только говорили. Это граждане Монголии, которые уехали в ту же Швейцарию, в Швецию или в Америку, вышли замуж. Или женились. И их дети теперь метисы, но они по гражданству теперь либо американцы, либо шведы, да, чтобы было понятно. И теперь, чтобы им приехать в Монголию, нужно брать визу. То есть, оказывается, здесь в Монголии целый пласт таких граждан, которые хотят приезжать к себе на родину, но теперь они очень, то есть многие женщины там отказались, вышли замуж, да, стали там шведками, там, или еще там швейцарками, американками, и теперь им, рожденным в Улан-Баторе, нужно брать визу, чтобы домой приехать. То есть я знаю, что одна из партий хочет выйти с таким законопроектом. И с ними разговаривал по этому поводу и говорил о том, что в принципе нужно только 2 строки добавить в наш закон, да, о том, что просто расширить страны бывшего Советского Союза, плюс рожденные в Монголии, граждане Монголии, ныне получившие гражданство других иных стран, и их потомство, да, там, 2-е, 3-е поколение, да, вот и все. Ну, в принципе, там это немного нужно. И тогда карта монголов будет не только для нас, как зарубежных соплеменников, да, но и для тех, кто был еще вчера твоим соотечественником, согражданином, как сказать, да, то есть это, оказывается, тоже очень серьезная проблема, потому что почти 300 000 за пределами Монголии, а это, извините, 1/6 часть. То есть каждый 6-й монгол, взрослый, находится за пределами Монголии. То есть это большая проблема. Ну, это я тоже слышал об этом. Тоже с 90-х годов, когда в Монголии произошла своя перестройка, там были плохие условия, и люди тоже разбегались, ну, как и у нас, да. Но просто с тех пор Монголия развивалась, и этот поток не прекратился, но, по крайней мере, сократился, да, достаточно. В Монголии сейчас прирост. Но, тем не менее, да, в других странах образовались монгольские сообщества. Вот из вот этих, которые уехали в поисках лучшей жизни, кто-то замуж вышел, кто-то женился и так далее. Это понятно. Но, опять же, я вижу выход только вот в образовании крепких сообществ. Почему китайцы могут какие-то чайно-тауны там организовывать, монголы не могут свои сообщества организовывать. Я думаю, нашим это вполне по силам. Что касается примера с казахами, ну, Казахстан, да, он, как и весь постсовок, да, он авторитарный, при Назарбаеве, при Токаеве, но если там сверху приняли вот это, даже 2 закона, да, и гражданство, и это ВНЖ, я не знаком как бы с этим примером. Ну, честь и хвала, значит, нам стоит поучиться у казахов в этом вопросе. Ну, и не только нам, и монголам. Вот. Я думаю, это правильный шаг,
Потому что любая страна заинтересована в увеличении количества населения своего. Вот. И с точки зрения просто управления, проще, конечно, когда население однородное. Естественно, они будут стремиться увеличить количество казахов. В Монголии, в принципе, тоже с этим проблем нет. Почти там, сколько там, 80-90% населения – это монголы, всякие разные, да, ну, за исключением казахов. Казахи, по-моему, вторая там не монгольская нация, которая там есть, и все. Все остальные там мизерные доли занимают. Поэтому Монголии само небо велело как бы вводить такие законы. Ну, какой еще пример вот у меня на память всплыл? Ну, Израиль, да, Израиль тоже национальное государство, которое вполне себе построило именно на этом свою государственность, именно на принадлежности к этнической группе. Вот. Что касается Китая, ну, просто тут, конечно, несравнимо. Но тут ремарка еще есть, почему, да, я слышал такое, мне рассказывали в Улан-Баторе, почему не принимали закон подобный, что, дескать, они боялись Китая, что если они примут такой закон, и вместе с южными монголами к ним хлынет поток китайцев под видом монголов, да, и там миллиард населения, а тут 3 миллиона всего в Монголии. Для них это, 3 миллиона от населения какого-нибудь там пограничного городишки китайского, да, то есть они их затопят населением в одно поколение, и тогда до свидания страна. Как бы поэзия такая, понятна, да, но а неужели вы не сможете отличить китайца от монгола? Ну, я не знаю. Ну, я думаю, при желании могли бы уж как-то, не знаю, конкретизировать закон, как-то, не знаю, рассортировать уж. Вот. Мне кажется, это отговорка была все-таки. Вот. Потом по поводу китайской политики и привлечения своих соотечественников, ну, я раньше тоже не думал, что для них есть такая вот проблема, но тоже в последний свой приезд в Улан-Батор я вот слышал такое, что, оказывается, в китайское посольство ходят китайцы, ну, этнические китайцы там поддерживают связь, и даже китайцы, женившиеся внутри Монголии, то есть они их ведут какую-то там перепись, там на учете их держат. И даже четвертинки китайцев, то есть внуки. Я очень удивился, да зачем это там миллиардный Китай вести учет каких-то там четвертинок, нафиг это надо. Это для них вот такой мизерный 0,000 там процента населения. Но говорят, что есть такое. Я очень удивился. Ну надо же цепляться так за, даже за там уже не китайцев, по сути, да. Удивительно. Ну, а уж монголам-то надо вообще каждого брать на учет, получается, тогда. Ну, если так рассматривать. Даже и метисов, там, не метисов. Ну, есть всякие там виды, да. Я просто в силу своей деятельности как-то сталкивался с этими вопросами самосознания. Они очень удивительные. Бывает даже чистокровные вот калмыки на моем вот веку. Встречал я таких экземпляров, которые отказывались от своей этничности, говоря, а я русский, там, или еще что-нибудь, ну, вообще дикость какая-то, да. Но это вот как раз плоды советской пропаганды, а может и постсоветской, не знаю. Причем это были люди там за 60, такие там, вот, мне в лицо заявляли. Ну, что я могу сделать? Я их не переубежу уже на старости лет, да. Ну, хочешь ты быть русским, будь русским, иди и живи там себе где-нибудь, не в листе, зачем ты здесь нужен? Ну, и, естественно, такие экземпляры в Монголии тоже лежат. Вот. Но были и другие, которые там, или он метис, но говорит, я калмык, там, я монгол. А были четвертинки даже. А недавно мне рассказали про такой интересный случай. Короче, одна девушка ездила в Непал, в Катманду сидела, и там встретилась с другой женщиной, которая ее начала спрашивать, ну, они общались по-английски, она ее спрашивала, монгол? Так, ну, а это обычная калмычка, обычная городская калмычка, которая никогда в жизни там такими вопросами не задавалась. Она сначала не поняла, в смысле монгол. Ну, потом так до нее дошло, она говорит, да. Она говорит, а какой типа монгол, калмык? Она, да. Она говорит, бузав? Да. Такая.
Она говорит, я тоже бузав. Она говорит, смотрю, а у нее еврейское лицо, ну, непонятное какое-то такое, да. Вот, и они где-то в какой-то кафешке Катманду вот встретились две донские калмычки, да. Ну, и в процессе разговора выясняется, что, оказывается, она, то есть она, у нее даже не 1/4, а 1/8 крови, то есть ее прадед был бузав, который когда-то уехал туда, в США. И, в общем, хотя его потомство растворилось, но вот такой вот удивительный феномен самосознания. И она ездила в Улан-Батор, в Монголию, там выступала на телевидении, там у них была какая-то программа «Осколки монгольского мира» или что-то такое там. И там какие-то монголы звонили и говорили, что такое, что там показывают непонятно кого, они говорят, там монголы, кто это такие вообще. И вот она их там отбревала. Я, говорит, мы же монголы, говорила она, считаемся родство по мужской линии. Мой прадед, он монгол, да, донской монгол. Я женщина, я не занята. И, в принципе, говорит, никто не имеет права мне указывать, кем считать себя. Ну, и в том же духе, да? То есть бывают и такие случаи, оказывается, я не знаю. Уточните для наших зрителей, не все из Калмыкии, да? Бузавы. А бузавы – это просто название донских калмыков. Просто дело в том, что когда айраты перекочевали на запад, на европейские территории, они состояли из разных этнических групп. Ну, как это мы сейчас... Вообще этническая группа – это определение используется там, с 19-20 века, тогда это в 17 веке, ну, даже не знаю, как это правильно определять, это феодально-этнические такие образования были, да? Вот, несколько айратских вот этих образований – Тургут, Дюрют, Хашут, Зюнгар. Вот, и на новой территории окружающих называли калмыками. Постепенно они переняли это название, как бы оно закрепилось. Вот. И основная часть этих айратов была тургудами. Это было, по сути, Тургутское ханство. Они составляли большинство до ухода Убаши назад в 1771 году, в конце 18 века. Но кроме вот этого ядра ханства, да, где вот эти улусы кочевали, были еще территориальные группы, которые находились на периферии. То есть не только на периферии, но и по всему ходу. Там, когда откачевывали и в процессе там, разбития Зюнгарского ханства там, и прочих там перипетий, были локальные группы, которые оседали там, в разных местах, где-то они растворялись среди казахов, узбеков, где-то там в Русской империи там, оренбургские, уральские калмыки, они их причисляли в казачество, и они в таком виде там сохранялись достаточно долгое время. Вот эти вот локальные группы вокруг ханства были. Одна из таких групп – это были донские калмыки. Она была довольно многочисленной, и в отличие от вот этих всех групп, там, которые носили, ну, мы их просто называем, там, допустим, тёрские калмыки, там, оренбургские, тольяттинские там, и так далее. А вот донские, они получили еще этноним свой, буза, ну, как бы внутри калмыков он употребляется. Есть разные там версии от чего, но последнее, как бы, и было такое слово «базовый», да, от того, что они вроде бы загородки для скота строили, базы так называемые. И якобы в каком-то там то ли русском, то ли украинском диалекте оно произносилось как «боуз». Ну, я не знаю, насколько это правда, но возможно. Но, в общем, в любом случае, как бы этот этноним закрепился. Сейчас он используется. И хотя территориально бузавов уже как бы нет, там в 20 веке, во время, когда в России менялась власть на коммунистическую, как раз вот донских калмыков почти под корень истребили. Большая часть откочевала, ушла с белыми, в общем, в Европу, в Турцию, потом через Балканы в Европу. Часть маленькая осталась, но для этой части не оставили вот этих прежних земель. Заняли коммунисты, заселили там этим русским крестьянством и так далее. Там остался маленький такой калмыцкий район Ростовской области, который ликвидировали в 1943 году, когда уже всех калмыков депортировали. И когда восстановили уже нашу автономию в 1957 или 1958 году, там
этот район не восстановили. И все бузавы, они их или раскидало по всей Калмыкии, или они там в Городовиковском районе там осели. Ну и все, как бы, да. И получается, что потомки сейчас этих донских калмыков по всей Калмыкии, ну, частично, да, и большую часть составляет во всех этих диаспорах европейских, американских, канадских. Ну, хотя после 90-х годов, наверное, они уже не большую часть составляют. Но, тем не менее, вот довольно сильное было самосознание. Они цеплялись очень сильно за калмыцкую идентичность. Было много грамотных людей. Вот даже этот Балыков, Санджей, был такой писатель. Оставил после себя богатые зарисовки этой жизни. Вот Ремелева была такая, Елена Ремелева. Она на старости лет занималась исследованиями, написала два больших тома про и историю айратов, и про историю... Когда она сюда приезжала, я ей говорю, про историю айратов мы более-менее знаем, я даже, наверное, больше знаю, но пишите про историю иммигрантов, потому что про вот европейских иммигрантов мы вообще ничего не знаем. И вот она перед смертью успела написать вот этот том, там все, что могла, видимо, сгребла там и по европейским, по американским. Вот. И в том числе, вот, видимо, вот отдаленные потомки такие там-сям остались, и кто-то даже через 2-3 поколения, несмотря на то, что крови у них там с гулькин нос, но имеет это самосознание. Это вот очень удивительный такой феномен, действительно, я не ожидал. Вот, ну, и если даже такие есть случаи, когда монгольское, там, калмыцко-айратское самосознание сохраняется, ну, для нас-то как карта монгола, ну, елки-палки, ну, какие вопросы вообще? Тут наши зрители говорят, благодарят за то, что у нас спикер сегодня Санджей Хойт. Эпитеты очень положительные, сейчас сразу скажу, да? Так, чтобы было понятно. Я, наверное, возьму на себя ответственность и Санджей прям при вас договорюсь, потому что мы сегодня познакомились с Санджей вместе с вами. То есть я не знаком лично, мы персонально не были знакомы до этого. Я предлагаю вам еще в будущем сделать эфир, потому что наши зрители в восторге от того объема знаний, от той лаконичности подачи информации, которую вы даете. При том, что у нас на моей стороне сегодня проблема с интернетом идет от меня экса, да? И я нахожусь, в принципе, в отключенном состоянии, и я в принципе, больше похож на нашего зрителя, потому что я слушаю тоже вас с очень большим интересом, и, в принципе, то, что вы говорите, это очень вдохновенно. Ну, здесь в Монголии, когда я рассказываю о том, что, ну, там, Тургуды, Дрюды, там, да, есть. Ну, и говорю, есть у нас еще одно такое обособленное племя бузавов, но в Монголии оно не присутствует, вы про него не знаете, то есть, досконально. Почему я и попробую поподробнее рассказать об этом, да, то есть они... Просто я, ремарку возьму. Бывший мой товарищ Кючта, с которого, собственно, началось мое знакомство с монгольским миром, он, к сожалению, тоже умер. Очень много моих знакомых умерло. Печально так. Ну вот, Кючта, когда познакомился со мной, сначала он сказал, что он тургут, а потом он спросил, а ты кто? Я говорю, а я бузав. Он сказал, я тоже бузав. Я говорю, почему? На каком основании ты бузав вообще с Алтая? Он говорит, ну, папа мой завчин, говорит, 50% завчин, 50% тургут. А мама, говорит, чистая синьцзянская тургутка. Ну, итого получается, 75% я тургут, значит, я тургут. Но по мужской же линии я был завчин, говорит. А завчин – это у них такая национальность, которая при Зюнгарском ханстве там некоторые группы отсылали на границу с Цинской империей охранять, они были пограничники. Захэ – это край.
И их этногенез, ну, похож на бузавский, да, то есть какие-то разные группы уходили на край, ну, как, наши-то уходили не на край, ну, как, это, конечно, край ханства, да, но они убегали по другим причинам, их специально не переселяли, это были недовольные ханской властью по разным причинам. Но у них тоже это был край, и они называются Завчин. Он говорит, а Завчин это же Бузав, говорит, значит, я тоже Бузав, говорил Кючта, и обнимался со мной. Так что в Монголии они тоже есть. Очень хорошо. Я еще хотел, да, уточниться. Наверное, у нас же на канале, да, чтобы было понятно, это же первый у нас эфир из Элисты, то есть, чтобы было понятно. В основном все мои интервью, то есть все наши видео либо здесь из Улан-Батора идут, либо, ну, я там, вот, с кем еще там делал, я в Корее там, то есть с Баиром, да, из Кореи делал. И, наверное, я вас прямо сейчас попрошу рассказать свои впечатления о первом круглом столе в Элисте и вообще, как вот в Элисте все это дело поддерживается, то есть ваши впечатления, как это говорится, на наши зрители из первых уст, не как я там пересказываю свои телефонные разговоры с Элистой, а вот как это есть, проходит поддержка как-то монголы именно в Элисте. Было бы нам интересно. Можете рассказать? Ну, пару слов только. Я сильно просто не был включен в этот процесс. Меня попросил Санал Молотков, позвонил, сказал, можешь ли ты поснимать вот по такому-то поводу. И я говорю, ну, хорошо. В принципе, большую часть работы, конечно, делал Санал. Он клеил листовки, собирал людей и там и все остальное прочее. Я видел пару стримов с Аней Зуевой. Но с Аней я был знаком, когда она приезжала сюда, познакомился, когда она приезжала сюда во время протестов против Трапезникова. Вообще прекрасная девушка, симпатичная, журналист прекрасный, очень хорошо обученная, правильно подает материал, не боится никого, ничего. Вот. Ну, собственно, вот эти пара стримов, когда я их увидел, я понял суть вопроса, и у меня вопросов, в общем, больше не возникало. Есть такая как бы инициатива, да, надо поддержать. Как бы я... Ну, вообще, у меня не возникало вопросов, для меня все было очевидно. И когда Санал сказал, ну, помоги здесь, я, хорошо, я и помог. Все, как бы, мое участие, видимо, закончилось. Что касается самого стола, да, пригласили разных людей, в основном, как бы, это его круг знакомых, все они согласились, но единственный был, конечно, вопрос, когда женщины стали бояться, они стали транслировать свои страхи, а можно ли, а нельзя ли, а вот что они подумают, они там пустят ли начальство, а что скажут российские власти. Но вот такого рода вопросы – это трансляция страхов, да. Для меня как бы этого не было. Мы постарались их успокоить, потому что, ну, как бы тут нет политики. Ну, как, нет политики в том понимании, в котором обычно ее здесь понимают, да. За это никто не будет в тюрьму сажать, штрафовать, там, да, расстреливать и так далее. Это, ну, монгольская тема, она нейтральна. Вот, и потом она касается только нас, как бы, и ни в коем случае там не кого-то там еще, там московские власти или еще какие-то. Это внутреннее дело Монголии, ну и нас как тех, кто в этом заинтересован, да, как народа. И все, больше никого этот вопрос не касается. Согласны мы с кем-то, с чем-то или не согласны, это вообще наше дело. Это не волнует там никого, это во-первых. Ну, а во-вторых, поскольку, ну, тут другое соображение, это Басан Захаров говорил, что вообще Россия заинтересована в том, чтобы вообще дружить с соседями, да, поскольку ее сейчас загоняют со стороны Европы, она вдруг вспомнила об Азии и там стала туда разворачиваться. Ну, конечно, в сторону Китая в первую очередь, но и Монголии в том числе. То есть нет каких-то причин ссориться с Монголией там, или еще что-то делать. Наоборот, они должны цепляться за эту связь.
Поэтому я не вижу никаких там препятствий с этой стороны. То есть для меня, наоборот, очень странно, что вот эти несчастные 20 тысяч подписей до сих пор не собрали. Потому что вот если заглядывать в какие-нибудь там калмыцкие паблики, там числится и по 10 тысяч человек, и по 20 тысяч, и какую-нибудь новость они там пережевывают, там я не знаю сколько там просмотров, по 20-30 тысяч, да? Ну, я думаю, неужели вот эта вся масса населения не может вот взять и подписать эту несчастную петицию? Почему 2000 до сих пор, да? Это только калмыки могут просто эти 20 тысяч обеспечить. Или, значит, они не видят этого, или они боятся, я не знаю. То есть, ну, тут явно не хватает или просто канал распространения информации узкий, или это страх. А может, и то, и другое, ну, не знаю. Но в любом случае, со своей стороны, я думаю, что я как бы не боюсь это распространять. Здесь ничего такого я не вижу криминального. Во-первых, это нужное дело. А во-вторых, ну, как бы это будет на пользу всем. Это не только как бы на мою личную пользу или там вашу. Это для всех калмыков, как бы для вообще и правых, и неправых. Как бы закон принимается, он для всех действует. Вот. И, ну, и бурят, и тувинцев, и так далее. Это касается как бы всех нас, да, всех монголов, не как бы не монгольских, не из Монголии монголов. Поэтому очень странно, да. Вот. Ну и если это действительно касается страхов, то что тут можно сказать? Это только личные ограничения здесь, вот этих людей. Нельзя жить все время боясь и даже видеть страхи там, где их реально нет. Это очень сильно мешает жить. Ну вот про страхи, да, еще здесь самое важное, страхи-то идут от невежества. То есть, в принципе, да, это же, а невежество можно победить только в просвещении. То есть, с 15 декабря, когда первый эфир вышел с Анной, первое возражение было «Китай не даст». Второе возражение «Россия не даст». Да? То есть, с этими возражениями мы боролись, ну, месяца 2-3, наверное, ну, 100% прям вот надо было разъяснить о том, что закон написан без учета южных монголов, да, только для монголов стран бывшего Советского Союза. В это же время начали записывать видео в поддержку в листе, расклеивать плакаты, в принципе, все пошло. И, в принципе, власть продемонстрировала то, что, в принципе, плакаты там по 3-4 месяца висят, да, в листе. Никто не срывает, и все нормально. Домой никто не приходит, руки никому не выламывают. То есть, значит, в принципе, Россия с этой стороны не против. Почему? Потому что, ну, как ты скажешь калмыку, что он не монгол? Ну, на самом-то деле, да. То есть, в принципе, пропаганда Советского Союза работала о том, что мы не монгол, и как вы говорите, даже есть люди, которые там не называют себя калмыками, да, иногда встречаются. Но это единичные случаи, которые, как это говорится, подчеркивают правило, что, да, нам невозможно сказать, что мы не монголы. Сейчас, вот на данный момент, уже этих возражений нету. То есть, и еще было такое по ходу, что не будет этого, никто не даст, да, ну, чтобы было понятно. Сейчас больше вопросов задают со словом «когда». То есть теперь вопрос, да, идет «когда». То есть уже вопросов из Калмыкии в основном идут они с «когда». Вот с этой стороны хорошо, да, то есть мы им отвечаем «когда». Ну, когда ты подпишешь петицию, тогда и будет, да. Ну, подпиши сначала с этой стороны. Сейчас я думаю, что всегда тяжело уже начинать, да, то есть тяжело было объяснять. То есть сейчас становится немного легче. Почему? Потому что вот и вы, да, там, Басан Захаров, очень хорошо, и не просто хорошо, да, вы смотрите на этот же закон, то есть, ну ладно, я там смотрю, да, со своей колокольни, но вы теперь смотрите немножко от какой призмы. И вот то, что Басан рассказывал о том, что, в принципе,
тот безвиз, который существует в языке, и как он все это хорошо объяснил. У меня такого не было в голове. То есть это очень хорошо, что люди, которые понимают, разбираются, рассказывают вслух именно со своей точки зрения. Почему? Ну, потому что это расширяет, в принципе, масштаб того, что мы делаем. То есть мы же не знаем, по какой причине у человека в голове там, что он не будет подписан. Может, я ему просто физически не нравлюсь, да? Такой тоже не возбраняется, на самом деле. Исходя из того, что вот как бы ежедневно я этим занимаюсь, и очень плотно этим занимаюсь, я прихожу к выводу, что мы стоим сейчас прямо вот перед тем, что называется, наверное, это все будет гораздо больше бурлить. Почему? Потому что люди стали подключаться. Вот одно дело, вы уже полгода, да? Басан полгода. А сейчас подключается вот тот же у нас здесь люди из Улан-Удэ. Они сейчас включились вот, на уровне, когда 2000 мы достигли подписей, люди включились, и у нас сейчас подписывают в основном из Бурятии люди. То есть они нашли какой-то канал донести информацию, они доносят, и сразу, то есть без вопросов, люди начинают подписывать. А тем самым, ну, я думаю, что это же, я же не крупный специалист в проведении кампании общественного давления, да? То есть, ну, тем более, я не специалист по Монголии был, мне это непонятно. Сегодня вот тоже мне в Телеграм написал человек, он говорит, Тумен, говорит, давайте встретимся, да, вот я вижу, у вас в Монголии тоже идет затык, давайте как-нибудь решим этот вопрос. То есть я вижу эту обратную связь, и моя задача, ну, ходить с людьми и просто просвещать и рассказывать, что мы будем делать. Более того, у нас же организация, да, и я могу показать, как мы будем представлять законопроект примерно в Великих Урал, да, чтобы было понятно. То есть теперь мы будем готовить, вот видите, да, статья, которая напечатана в современной Калмыкии, да, по поводу карты Монгола. За статьей сразу будет идти на монгольском языке сам закон. Дальше будет идти аналитика, связанная с Китаем, с Казахстаном, да, вот у нас есть аналитика, и если нужно будет, я вам скину, чтобы вы почитали, почему мы остались единственной страной. И, естественно, вот сейчас еще готовится статья вот здесь в Улан-Баторе выйти, но до 28 июня ничего не будет выходить, потому что все полосы заняты выборами. Ну, то есть это понятно, ты не можешь пробиться, потому что они закуплены там за полгода раньше были. Поэтому все нормально. С этой стороны, я думаю, будем продвигаться. И тут у нас получается такой промежуток сейчас, 28 июня, выборы, потом оглашение результатов, потом первый созыв, потом им как удостоверение выдадут, да, они назначат первую сессию. Это пройдет промежуток. Плюс у нас будет НАДОМ, а НАДОМ это июль, у нас Монголия в принципе перестает работать. Это как в России Новый год. Поэтому я думаю, что сейчас мы будем сейчас больше ориентироваться на Улан-Удэ, Кызыл и Иску. Плюс, наверное, очень важно Хаул. Если у вас есть знакомые Хаулы, мы бы очень сильно просили, чтобы они тоже поучаствовали в нашей акции «Весь мир за карту монголов». Да, с плакатом. Очень хотим, очень, потому что такая есть у нас мечта. Карта монгола, плакат на Калмык Роуд. Я просил наших зрителей задать вам вопросы, но они задают единственный вопрос, вернее, одно единственное пожелание, чтобы мы с вами сделали еще один эфир. Вы согласны на еще один эфир? Ну, честно говоря, я не очень... О чем? Ну, давайте зададим вопрос, о чем они хотят услышать на самом-то деле, потому что люди говорят о том, что глубина ваших познаний их очень радует, и они наверняка хотели бы от вас получить какую-то
интересная информация, но в то же время я должен нашим зрителям сказать, что у Санжи есть канал Сайол, здесь в описании, вот он закреплен, есть тут, да, у нас сообщение. Подписывайтесь, у него больше 1800 подписчиков. Он там очень... Последняя работа его, ну, просто интересная, да, посмотрите, это про монголоидов, про расу монголоидов, о том, что мы с вами говорим. То это уровень подготовки данного материала, я смотрел, да, то есть, я хочу сказать, мне очень было интересно. Очень профессионально сделано, информация очень хорошая, то есть прям она захватывает с первых минут, то есть и визуально картинка хорошая, и аудио все идет, и самое главное именно наполнение всего этого видео вашими знаниями, ну просто это шикарная работа. Ну, я сделаю ремарку просто про деятельность вот эту на канале. Дело в том, что когда-то я писал диссертацию по генетическим маркерам, к сожалению, не защитил, но в качестве литературного обзора мне нужно было описать все работы предыдущие антропологические, да, которые велись по калмыкам и айратам, и дать вообще справку, кто такие айраты. В свое время, в конце 90-х, никакой информации об этом не было, я стал рыть, и вот когда оказался дома, вот так получилось, что я рылся все вот это время с переменным успехом. Но когда я не тратил время на выживание, да, я занимался этим. И потом, когда я стал выигрывать какое-то количество там грантов, то есть гранты, я сразу поясню, это субсидии от каких-то там фондов, ну, обычно это государственные фонды, безвозмездные, то есть тебе дают деньги, ты делаешь исследования, да. И вот на пару грантов я написал пару монографий, ну, как они в виде рукописи сейчас. Одна по этнической истории, а другая именно по антропологии. Потом, через какое-то время, я понял, что то, что я нарыл, оно как бы превосходит сведения, ну, наших вот КГУшных там историков, да, те, которые здесь живут, закончили ИСТФАК КГУ и занимаются историей, ну, в основном калмыцкого ханства, во-первых, а во-вторых, там обычно не дали 18 века. Вот. Но я тогда думал, я выпишу эту монографию, и пусть народ читает, да, но вывесил, народ не читает. Народ не хочет читать большие тексты, там, по 200-400 страниц. Народу ломает народ, в общем, читать. Потом одна знакомая мне сказала, говорит, ну, а что ты мучаешь народ-то своими многосотстраничными? Пиши комиксы. Вот. И я на Фейсбуке писал, ну, брал там по 3 странички, выкидывал все ссылки, и все это упрощал текст до невозможности и напихивал туда цветастых картинок. Короче, делал комикс. И, ну, ненадолго меня хватило. И дошел там до Улуса УБД, по-моему, что ли. Ну, народ смотрел, там, 2000 просмотров. Ну, так, ну, мало, в общем. При том, что у нас, как бы, традиционно, как сказать, традиционно у нас очень высок интерес к этнической истории. Каждый, там, маломайский, там, что-то читавший калмык бьет себя в грудь, там, норовит пересказать книжку, а то и 1,5, которую он прочитал. Вот. И это и с умным видом, при этом пальцем помахивая, там что-то доказывает. Вот. Но я столкнулся с тем, что и комиксы народ плохо читает, да. Потом я обратился и говорю, ну, вот у меня есть один нулевой пациент, который вот вообще ничего не знает. И я говорю, ну, как, на твой взгляд, мне говорят, да нет, ну что, это же большие объемы текста, 3 страницы, да ты что, с ума сошел, что ли? Он говорит, подкасты делай или видео снимай. Я такой-то, ну, вы обнаглели, господа, ну, вообще, блин, ну, просто. А потом через полгода-год, ну, дошло до меня, народ не будет читать даже комиксы. То есть реально надо делать видео. Я стал делать видео. Но я столкнулся с тем, что когда делаешь видео, я научился видео снимать, видео монтировать. Вот, значит, канал же открыл в 2019 году. Правда, он долго стоял, но потом я все это научился делать. И
выкидываю, а народ не читает, не смотрит, не... Я думаю, что за... Ну, и я понял, что тут дело случая, все зависит от алгоритмов YouTube, это во-первых, а во-вторых, у меня слишком много сил на это уходит. То есть, если ты делаешь действительно качественное видео, у тебя масса... Я же не могу просто так вот левых картинок напихать, там, какого-то левого текста. Я обязательно проверяю всю информацию. Потом картинки всегда соответствуют эпохе, там, карты, там, стандартам тем и так далее. То есть, это реально такая нехилая просвещенческая такая исследовательская работа. Я, естественно, в силу того, что не имею никаких доходов, выживаю, да, я решил, что пусть эта работа приносит хоть что-то, да. Я стал подавать заявки на гранты, на просвещенческие. Где-то они там проходили, где-то не проходили. Но в те короткие моменты, когда они проходили, даже не по этим проектам, но когда у меня было на что жить, как бы я, история эта продвигалась, да. То есть я успел сделать про историю киданий цикл небольшой. Вот. Как раз в это время шел проект про путешествие еды. Он как бы был финансируем, и целый год я мог по-человечески работать. Вот успел сделать? Успел. Вот. Потом я понял, что если ты делаешь качественное видео, у тебя уходит много времени. И действительно, то есть надо делать что-то проще, чтобы не монтировать. И тогда как бы перешел на подкаст. Ну вот именно с монголоидами так получилось, что, как сказать, все равно влез. Опять же, эти картинки, то есть у меня отняло это недели 2 где-то. Ну ладно. В конце концов, когда ты делаешь какой-то информационный продукт, никто не спросит, сколько ты его делал. Но все заценят качество. Ну, вот как бы вот этого принципа я и придерживаюсь. Вот. Но, к сожалению, вот ни калмыцкое правительство, ни русское, ни монгольское вот не поддерживает, да. Ну, приходится хоть как-то изгаляться в разных местах искать. Тем более здесь, в России, сейчас это небезопасно, если там тебе капнут деньги из-за рубежа, ты сразу иноагент станешь, да, вот не знаю, что делать в этом случае. Вот, надо криптокошельки осваивать, наверное. Вот. Ну и потом я же хотел делать вот этот проект с историей, ладно, путешествие еды. Они как бы, профинансировался проект, я сделал какую-то часть, да, хотя я не все сделал, что хотел, там всего 5 блюд, надо было 12, да. Но, в принципе, это нормальный проект, можно продолжать. Аппаратура есть, снимать могу, монтировать могу, как бы все нормально. Вот. Тут надо капнуть деньгами на операторов и монтажеров и продолжится. А что касается именно истории, то вот тоже надо или продолжать как бы в таком полуфоновом режиме, но это будет час по чайной ложке, либо делать там что-то еще другое. Ну, в принципе, как бы в планах еще все-таки написать диссер. Мне предложили тут защититься по вот этому куску по этнической истории, но уже не как биологических наук, а как исторических наук. Ну, в принципе, я согласился, но это же надо сидеть, писать этот диссер. Время... Опять же, выживание занимает слишком много времени. Опять, это не... Элиста, Калмыкия, Россия – это не самое благоприятное место для выживания, прямо скажем. Ну и поскольку все вот это вот так вот тормозится, а интерес все-таки есть какой-никакой, я решил создать вот этот плейлист с вопросами. То есть не зацикливаться вот именно вот только истории и только в хронологическом порядке, потому что народ в разнобой задает вопросы. И какие угодно. И я сделал как бы выступление, объяснил, что вот вы можете задавать любые вопросы, все, что в пределах моей компетенции, я отвечу. И вот этот раздел открыл. Но поскольку, чтобы, опять же, как бы не вообще хаос был, а хоть какой-то там порядок, я их в хронологическом порядке расставил. И так получилось, что вопрос Басана получился первым про монголоидов. Это же самая древнейшая древность. Вот там плейстоцен, голоцен, неоцен и так далее, да? Вот. Второй вопрос был про ген Чингисхана, но я его еще не смонтировал, как смонтирую, вывешу. Но, в принципе, механизм такой. Народ задает вопросы, все, что касается общемонгольской и айратской истории, я отвечаю.
Ну и плюс в пределах своих компетенций, да, по антропологии тоже могу ответить, по популяционной генетике, да. Что касается филологии, я не мастак. Я, конечно, общался с филологами, но не специалист я, да. Вот. И что касается всяких этнографических особенностей, у меня есть такой проект, называется ЕСУ. Я как бы затеял его, ну, опять же, в рамках вот этой широкой просвещенческой кампании, потому что у нас, ну, вот с детства мы все знаем вот эти слова, турут, дрют, там и так далее, да, и у калмыков это вызывает вот дикий интерес. Вот. Но что это такое, они не знают. Вот. Историки наши тоже молчат, да. То есть в Монголии это этническая группа, национальность, а в Калмыкии непонятно, что это такое, да. Ну, и в свое время я тоже стал этим интересоваться, и, в принципе, мне есть что сказать по этому поводу. Но, опять же, я это хотел постепенно раскрыть в рамках вот этого проекта по истории. Но поскольку это вот, опять же, затягивается, что непонятно насколько, то в рамках вот этого обмена мнениями с вопросами это можно сделать. Сколько я собираюсь уже без сложных монтажей и прочего, просто в виде подкаста. Ну, подкаст, конечно, с картинками, но картинки не обещаю прям шикарные там везде, да. Но в виде подкаста, да, возможно, вы можете задавать вопрос, получите ответ. А что касается вот стрима следующего, да, ну не знаю, и просто тут же основная тема – это именно этот проект, именно карта Монгола, это, ну, прям скажем, немножко другое. Ну, поэтому я и в некотором недоумении, о чем же говорить. То есть для меня очевидно, проект есть, он нужен, надо поддержать. Все, как бы я больше не вижу здесь вопросов, что обсуждать. Поэтому у меня вопрос такой. Знание сила пишет вам. Как о чем? О нас, о монголах, об истории, современном положении, проблемах и перспективах. О современном положении, у меня есть и много чего сказать о современном положении, но тут как бы не загреметь в тюряшку после этого. Сотрудничает ли Санджи с зарубежными монголоведами? Ну, есть у меня ряд, да, знакомых, мы переписываем, ну, и в основном монгольские, да, товарищи, историки, с антропологами как-то вот плохо получается, они не сильно контактные, но, да, в основном историки. Есть несколько человек, и потом у нас же были тут эти товарищи с Тодно-Мунгирил, у нас... где-то с начала 2000-х или середины 2010-х сюда приезжала... Ну, вообще, с 90-х у нас тут была волна синьцзянцев, и среди них был один ученый только, это был Намдживин Сагмон, он филолог был. Жалко, конечно, хороший товарищ был. Вот. А потом стали приезжать вот граждане Монголии. Граждане Монголии именно айраты. А у них, оказывается, там земляческая структура. Вот это сообщество, оно называлось Тодно-Мунгирил, свет ясного учения. Там был основным человеком Надмиден Сохбатр. Он исследователь, историк. Сейчас он, по-моему, в универе монгольском работает. А вторым был Батарджилын Батамгалан. Он был руководителем, что ли, этого сообщества. Оно строилось так, там на самом пике его, так сказать, могущества. У них там было 40 айратских бизнесменов, они сбрасывали деньги, и на эти деньги это сообщество, собственно, работало. Они писали книжки, организовывали экспедиции, кино снимали. В общем, нам только вот позавидовать. Вот, и в Калмыкию в том числе они приезжали много раз. Тут с ними контактировали эти, в основном из Кегерана нашего, да, и причем так ревностно, они не давали с ними общаться там и так далее. В общем, мы успели познакомиться долго, ну, в принципе, мы знакомы, мы нормально поддерживаем связь, когда кому надо, в общем, по разным вопросам. Единственное, я плохо знаю монгольский, вот это затык, да. На самом таком простом уровне могу общаться, а надо читать книжки, надо читать, понимать статьи и так далее. Вот ради этого я бы уехал в Монголию на годик-два с удовольствием и гражданство получил. И как монгольский исследователь
И я бы с удовольствием и куда угодно, и в Корею, и в Японию, и в Китай бы. Это вообще шикарная вещь. Ну вот, блин, я вот остался в Элисте, в Калмыкии, скован безденежьем. Вот. А потом есть еще другое сообщество, называется Торгун-Нутук. Оно, если вот это Тодмон-Мунгерел, оно из Уф-Саймака, там в основном друиды живут, а Торгун-Нутук, оно находится, то есть происходит из Ховдаймака, там Хашуда-Тургутское землячество. Они действуют землячеством вообще. У них такая как бы идентификация. И там в основном бизнесмены. И они тоже по-своему понимают связи, они приезжали сюда. Вот именно они подарили памятник Бушихану. Тут такая история была. В свое время Басан Захаров занимался вот этой тоже такой как бы просветительской, такой культурной деятельностью. У него много было мелких таких проектов, которые способствовали там поднятию самосознания и так далее. Ну, мы активно вместе сотрудничали. Сейчас, конечно, эта организация не действует, но в свое время, лет там 7-10 назад, очень активно он действовал. Много молодых парней там было. Там он сподвигал людей на разные действия. И одно из этих действий было, он создал ОВА в Цаганамане. Ну, как бы по каким-то данным, я не знаю, откуда он их взял, но якобы там Бушихан переходил реку. Вот. Ну, ОВА они поставили, а потом через какое-то коротенькое время вдруг приезжают вот эти товарищи наши из Тургун-Нутук, вот эти Тургуды-Хашуды. И, как всегда, мы узнали об этом самые последние, когда они уже уехали. Естественно, чиновники наши ни хера не сказали нам. Вот. Ну и, естественно, чиновники наши дикие, для них вот это все вообще монгольские дела, это вообще вот такое 5-10, они даже не знали, что им показать. И вот одним из пунктов программы они отвезли их на это УА Басановское. Или Басановское наше общее, да. И вот они там прослезились. То есть среди них были люди, которые, тургуды, которые уходили отсюда, потомки тех, которые ушли отсюда вообще, синьцзянские. Там Синьцзянь и Хофта, они, это, по сути, это один ареал, разделенный границей. И вот они, значит, прослезились и сказали, вот это ж наша родина, там, то все, мы подарим вам памятник, сказали они, Бушихану. И действительно, через там год они подарили памятник, там куча всяких перипетий была. Координировал с этой стороны, с Калмыкии, как раз вот этот монгольский представитель Зии Батын Гунчикджав. От него же я знаю, что они потратили около там, 90, ну, под 100 тысяч долларов где-то на это дело. То есть отлить памятник, перевести его, растаможить, довести сюда. И тут этот памятник в ангаре почти год лежал, там, ну, долго какое-то время. Наши чиновники, там целое заседание Хурала было закрытое, они боялись, не знали, куда его поставить. Там хорошее место было перед музеем Пальмова, но они испугались. В итоге спрятали его возле завода Отон. Вот. То есть, ну, я не знал, что до такого маразма дойдешь, что у нас уровень страха даже среди чиновников настолько высок, что они даже боялись этот памятник. Ну, то есть, тут такое давление было, как бы, ну, получается, наши сородичи, да, подарили памятник, а они его боятся поставить. И из-за этого была длинная задержка. Этого клевали, значит, с монгольской стороны, когда вы поставите, а он ничего не может надавить на там, Хурал или на кого-то там. Ну, тоже целая история была с этим памятником. Ну вот, а мы когда с Басаном узнали, да, про эту сумму, за голову схватить, твою мать, думаю. И вот, то есть у них свое представление о том, что значит сотрудничество, да. Мы бы на эти деньги и книжки выпустили, и кино бы с них, что бы только не сделали, да. Ну, понятно, памятник. Но можно было по-другому эти деньги потратить. Но у Торгун-Нутук было свое понимание, как бы, того, как и что делать. То есть, ну, вот так вот. Мы как бы, очень мало мы пересекались. Последний раз, когда ездили в Улан-Батор, вот глава вот этого
Торгон Нутык, он принял нас в своей гостинице, он был владелец он депутат Хурала был, во-первых, сейчас не знаю, депутат, не депутат, а во-вторых, вот Го его зовут, а во-вторых, он владелец гостиницы там на краю Ламбатора, и вот он за свой счет нас человек 8, если не больше, держал в своей гостинице дней 10 где-то в Ламбаторе. Вот. То есть есть как бы связи внутриайратские, но понимание о том, что и как делать, у нас и у них сильно разное, скажем так, прямо скажем. Вот. И потом есть внутриайратское как бы у нас взаимодействие, но внутри Монголии оно тоже такое есть, у них такое, как сказать, конкуренция или соперник. Ну, что-то такое есть, это явно чувствуется. Но, тем не менее, все равно они собираются и делают общеайратские дела. Когда последний раз мы приезжали, они делали этот не праздник, а отмечание битвы Узунмот. Когда Галдан Башокту проиграл цинским войскам, там под Улан-Батором есть вот эта местность, Зулмот, 100 деревьев, так переводится, где Ану-Хатан билась. В общем, там тоже была история такая, что когда-то кто-то написал пьесу на это дело, потом они поставили спектакль, потом по этому спектаклю целый фильм сняли, вот он известен, «Царица Ану-Хатан», там, ну, есть, он уже давно доступен, этот фильм. Вот. И вот это айратское сообщество, тут на Мунгирел в основном, они отмечают, поминают как бы вот эту битву Узунмот каждый год, там под Улан-Батором летом. И в тот год, когда мы приезжали, они специально ждали калмыков, говорили, быстрее вы там из Улан-Удэ, мы вас ждем, потому что очень важно, чтобы вы присутствовали. Потому что там были все айраты, алтайцы, синьцзянцы, ну, естественно, монгольские айраты, цинхайцы, из внутренней Монголии айрат. То есть все возможные айраты. И тут мы сидим, и как бы это, ну, они ради нас даже церемонию на день задержали. Вот я там участвовал. И, ну, то есть, получается, наше айратское сообщество, оно там есть, взаимодействует, и ну, какие-то дела они делают, это все возможно. Но, опять же, не на уровне нашего калмыцкого чиновничества это и там еще чего-то, да. Это, получается, уровень общественных организаций, но в отличие от наших, у них общественные организации богатые, они могут себе это позволить, и ну, вообще они более развиты, это другая страна, вот о чем я как бы говорю. Любая инициатива может притвориться. Вот поэтому я очень рекомендую Джангару поддерживать связь и там, как бы с айратами. Он знакомится с ними, в том числе и с депутатами Хурала. Ну, у меня просто, как это, я же приехал в Монголию, продвигать начал закон. Анну попросил познакомить с ее героями ее фильма. Ну, и так вот от этого пошел, меня познакомили с там Уган-Баяр, и Уган-Баяр, она была как волонтер, она меня начала потихонечку выводить, и я так вот, как это, через рукопожатие потихонечку шел, и ну, каждый день там встречался, там через день, с одними поговорил, им стало интересно, они посоветовали, они через день звонят, давайте встретимся. Ну, я рассказал друзьям, друзья хотят с вами поговорить. И вот так вот потихонечку у меня проходило мое продвижение. То есть я ходил от компании к компании, потихонечку мы продвигались. Один момент я подзастрял, потому что заболел. Я на 20 килограмм похудел в Монголии. Да, то есть я хорошо заболел, так серьезненько. Ну, потом пришел в сознание, ну, и дальше снова продолжать начал. Ну, вот так вот потихонечку я продвигаюсь. Основной упор у нас это бурят-монголы, граждане Монголии, да, потому что Уган-Баяр активист бурят-монгольский. И бурят-монголы, естественно, сразу познакомились с хах-монголами, да, то есть если так брать, кто нас поддерживает, это процентов 60-70 это будут хах, да, остальные будут бурят-монголы. И представители западной части
нас не так много, но тоже есть. Но при этом, да, они тоже очень хорошо поддерживают, то есть это тоже есть, но правда в том, что вот о тех людях и о тех обществах, о которых вы говорите, мы с ними не контактировали, мы их не знаем, то есть у нас с этой стороны нету, да, то есть чтобы было понятно. Было бы, конечно, хорошо с ними познакомиться и в этом направлении тоже с ними обозначиться о том, как они будут поддерживать данный законопроект в будущем. Может быть, действительно у них есть депутаты, да, то есть и из всех, с кем я общался, этнические, это из трудов один человек был, да, чистый дурют один человек, ну и там дальше у нас есть те, которые, ну, там наши тоже айраты западные. Я просто для того объясняю, да, так, чтобы наши калмыки в Калмыкии поняли, да, то есть как мы это продвигаем с этой стороны. Чтобы было понятно, если вы как-то сведете, и мы познакомимся, будет хорошо, в принципе. Почему? Потому что они, в принципе, присоединятся уже к такому нормальному движению, которое у нас есть. Вот, и сегодня тоже там человек звонил, тоже говорит, я со своими разговариваю, ну, пока никто не знает. Мы в нашем плане, это в каждом АМК, чтобы у нас были волонтеры, чтобы в каждом АМК был, в итоге, чтобы каждый АМК повесить по плакату хотя бы одному, да, ну, чтобы все было как в листе, ну, так написано, да? То есть продвижение, или как в Улан-Баторе. Улан-Батор у нас плакаты прям вот как «Здрасте» здесь, прям наши волонтеры в Улан-Баторе, прямо как партию плакатов напечатали, отдали, через день партии плакатов нет, весь Улан-Батор завешен. С этой стороны продвижение в Улан-Баторе очень хорошее. Я прям хожу, плакаты висят уже сколько, 3 месяца, один плакат, я мимо него все время хожу, и прям душашки, в принципе, радуются. И люди, в принципе, обращают внимание, это правда. Да, некоторые не понимают, но сейчас мы пришли к выводу на нашем Монгол Тургатный ГРГ, да, нашем НПО, о том, что мы сделаем два вида плакатов. Сначала мы хотели, то есть мы делали унифицированный для всех, только язык подачи разный, а теперь мы полностью меняем, будут 2 дизайна разных. Один так и останется, который вот в листе расклеивает, распространяет, он так и будет продолжать на постсоветские страны, а для внутреннего потребления в Монголии будет совсем другой плакат. То есть и с другой надписью, и с другой картинкой. Все, то есть это мы приняли. У нас наконец-то, то есть у нас же НПО, когда мы открыли счета в банке, это 4 гражданина Монголии и я, да, то есть, чтобы было понятно. Нам поступил первый донат, да, то есть у меня, я когда приехал в Монголию, купил себе принтер, он удачно у меня, не выдержав наших натисков, он сломался. У меня был Lexmark, я его хотел починить здесь, а оказывается, Lexmark здесь не чинит. Здесь в основном Canon, корейские модели, да. Пришлось отправить его в Улан-Удэ, а в Улан-Удэ отправил. В Улан-Удэ мне позвонили мастера, сказали, что он умер. Ну, дешевле его пристрелить. Почему там птичка полетела. И вот нам пришли первые донаты. Мы обществом собрались. Общество мне сказало, что давай купи принтер, потому что нам все равно нужно будет печатать документы, чтобы теперь... И еще в прошлый созыв был 76 депутатов, теперь 126, да, как минимум 126 папок с законом надо будет распечатать. Плюс то, что вы на бумажных носителях подписали, тоже сейчас должны прислать нам из-за листы. То же самое мы здесь будем по Улан-Батору, я хочу тоже наших, кто из Калмыкии, попросить, чтобы пришли, подписали, это раз. Потом такое же обращение для тех, кто живет в Улан-Баторе, и для тувинцев и бурят, да, бурят-монголов, что подписали.
И то же самое сейчас будем думать с нашими по тексту обращений уже от граждан Монголии в Великий Урал. Ну, потому что все равно они выйдут на первую сессию, мы должны уже полностью предоставить им и документ, да, закон, и поддержку граждан Монголии, которые инициируют внесение в Урал, и поддержку международную, можно так уже сказать, по большому счету, да. И я же почему еще говорю про Хаул, да, было бы хорошо, чтобы там кто-то из Хаула подписал, да, данное обращение, или там из Парижа. У нас же там тоже есть люди, да, с нашими этничностью существуют, поэтому как бы было бы хорошо, чтобы чем больше подпишут и на нашу сторону станут знаменитые люди, да. Это не значит, что должны становиться только одни с нашей этничностью. Вот как вот у нас с Аделаиды пришло видео, там он говорит, я был в Калмыкии свидетелем на свадьбе у своего друга, и вот записываю, потому что я понимаю, что моему другу с этой картой будет лучше. Да, вот в таком варианте можно, то есть это записывать. Так что вот если у вас возможность меня представить перед теми, с кем вы знакомы здесь в Монголии, было бы тоже хорошо. А я могу прийти не один. Да, у нас есть в команде люди двуязычные, даже многие знают английский язык, чтобы было понятно. То есть с этой стороны у меня пока проблем нету. С этой стороны все хорошо, все идет. После того, как мы запустим Великий Урал, я же до болезни ходил на монгольские курсы, изучать ходил, как раз же Уган-Баяр, да, то есть девушка, которая преподает, у нее свои курсы бесплатные для тех, кто приезжает из Бурятии, она помогает изучению монгольского языка, и центр, волонтер. Она меня ждет с нетерпением, говорит, Джагер, когда у вас там здоровье нормализуется, то есть давайте приходите, мы будем вас обучать. И как Джагер, уда монголар чатна? Да. Поэтому вот, чтобы было понятно, да, вот такая вот история у меня пока происходит. И на самом деле я, конечно, сейчас это в состоянии такое, по монгольскому языку, в состоянии, можно так сказать, собаки, да. Все, я много чего понимаю, но сказать не могу. То есть, особенно когда говорят медленно, я начинаю хорошо понимать. Но буряты монголы и граждане Монголии, они говорят быстро. Да, вот тогда у меня, то есть я прошу просто помедленнее сказать, и тогда уже все, начинаю ловить наши слова, там мне становится легче. Ну да, это первый стадий. Да. Так что вот с этой примерно стороны так. Люди еще спрашивали, сейчас скажу еще один вопрос к вам. Видите, я же говорю, ваше познание очень интересное и задают уже не по карте монголов, чтобы было понятно, а именно то, о чем вы знаете, да? Сейчас найду быстренько вопрос. Май задает, знаете ли вы, почему монголы пишут, калмыки пишут Джунгария, а монголы говорят, что нужно писать Зюнгария? Джунгария просто это распространенное написание, устоявшееся в русском языке. На самом деле в Ходумбичик на старом пишется Джагунгар. Ну, если вот так на ходу читать. В современном монгольском оно Джагун Г выпадает, там пишется Зюн, Хойер Ю делается. А в калмыцком Зюн 1 Ю пишется, ну тоже З. Но при этом в монгольском современном этот звук пишется З,
а произносится «дз», как «д» там. А «дз», «дж», сходные звуки. В принципе, это разные фонетические нормы, это одна буква просто произносится «дз», «дж», там, это разные варианты. Это полно такого. Некоторые вообще через «ч» там произносят. Вот, допустим, «захсын», «джахсын» в некоторых монгольских диалектах говорится. Там, я сейчас на память не помню. Но, в принципе, это одно слово, просто в зависимости от того, где и кто как закрепил, это другой вообще такой большой длинный вопрос о кириллических письменностях и о фонетических особенностях разных групп. В принципе, надо просто понимать, что у нас есть один язык, вот старомонгольский письменный ходумбичик, да. У айратов в свое время он модернизировался на тодобичик, но, чтобы понимать, лучше, конечно, наверное, ходум учить сразу, и тогда мы включены во весь монгольский мир. Сразу мы через это будем, даже и тодо достаточно будет понимать любой монгольский диалект легко. И хоть какой-нибудь диалект надо выучить просто, да, понимать его более-менее. И ты будешь пересчитывать, все понимать, и хоть по-халхаски, хоть по-бурятски, хоть там на южном диалекте. Да. У меня просто познания не такие большие, я вообще из другой сферы, да, но в силу того, что когда-то я поставил себе задачи, что, во-первых, надо общаться, во-вторых, надо хотя бы этнонимы нормально читать и понимать. Я прикладывал какие-то усилия в этом направлении. Но опять же, мой разговорный не идеальный, а неразговорного вообще нет. То есть на высоком стиле я общаться не могу, читать длинные тексты тоже неплохо понимаю, поэтому, прямо скажем, это ограничитель. И, конечно, я рекомендую Джангеру учить язык. Я думаю, что в среде это будет быстро, за полгода максимум, если активно общаться. У меня так было, я там первый раз, когда приехал, за 2 недели в Улан-Баторе, я только среди халхов был, и там сначала тоже ничего не понимал, только отдельные слова вылавливал, потом уже фразы вылавливал, потом я уже отвечал на эти фразы, а потом, когда кончились 2 недели, я уехал в Россию назад, и я забыл русские слова, я не помнил, как подстаканник, как спросить его у проводницы, стоял, так долго вспоминал. Так что я думаю, это быстро будет все. Активно просто общаться. Я знаю, это с этой стороны, да. Так что на сегодня все вопросы у нас, в принципе, закончены. Да, то есть я хочу поблагодарить, Санджей, вас за то, что вы поучаствовали в нашем видео. Это раз. Поддерживаете карту Монгол, это 2. И то, что вы делаете не только вот сейчас, да, а еще на своем канале вот эту просветительскую деятельность, за это я тоже отдельно хочу поблагодарить. Последний фильм ваш крутой, да? Чтобы было понятно. Ребята, уже высказались о том, что мы вас ждем на канале. И, в принципе, вы можете говорить на любые темы, которые интересуют, не только про карту Монгола. В свое время я, ребят, прошу, чтобы задавали вопросы уже на канале Сайол, да, прям конкретно уже Санджи. Давайте подпишемся там тоже. Почему? Потому что познание Санджи очень глубокие, очень интересные. Плюс умение подать информацию доступно, это не каждому дано. Особенно тем, кто обладает информацией. Поэтому еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли к нам. И хочу поблагодарить наших зрителей за то, что они были с нами. Да, хоть сегодня у меня интернет и глючил, но все равно передача получилась очень хорошая. Да? На наш стрим получился, я думаю, что великолепный, он очень интересный. Большое вам спасибо. Если есть что сказать нашим зрителям, можете сказать. От себя могу что сказать. Не болейте, просвещайтесь, подписывайтесь на канал Сайол, участвуйте. Если есть возможность финансово поддержать, поддерживайте. Никто против не будет только за. Относительно проекта с картой Монгола, я надеюсь, вы понимаете, что это дело нужное, не только к мне там, или Джангру, или еще кому-то.
всем нам, всем вам. Поддерживайте этот проект, подписывайтесь сами, сподвигайте своих знакомых, родственников. В конце концов, 20 тысяч – это не так уж и много, господи, надо собрать. Вот, а там уже синий не поведет нас, депутат Хурал или примут, или не примут. Ну, не примут, значит, будем организовывать давление на депутатов. Примут, отлично, будем ездить в Монголию. Вот, всего хорошего и всем нам, и эмиратам, и бурятам, вообще всем монголам. И я лично за то, чтобы мы свободно передвигались, жили нормально, с нормальным уровнем жизни, занимались каждый, кто чем хочет, может, и развивались. Вот. И пусть вот этот проект, он поспособствует этому как можно быстрее. Все, до свидания. Да, у меня есть свидание. Агрессия может и нажать.